За последние десятилетия в изучении биологических систем и управлении ими на микроскопическом уровне ученые совершили целый ряд открытий, значительно ускоривших прогресс в науке, от расшифровки ДНК до генной инженерии и создания искусственной формы жизни. Однако, что касается влияния квантовых эффектов на живые системы, эта область до сих пор остается малоизученной. Квантовые эффекты, возникающие при взаимодействии атомов и молекул, не объясняются классической физикой, ведь ее правила, такие как законы движения Ньютона, нарушаются на микромасштабах. Вместо этого микроскопические объекты ведут себя в соответствии с другим набором странных законов, известных как квантовая механика. Но если учесть, что биологические клетки созданы из того же вещества, что и остальная материя, то квантовая механика вполне может описывать и свойства живых организмов на молекулярном уровне. Изучением квантово-механических процессов, происходящих внутри живой клетки, занимается квантовая биология. Эта новая наука рассматривает удивительные и противоречащие логике идеи квантовой механики, чтобы понять, чем живая материя отличается от неживой. На самом деле квантовая биология объединяет в себе и физику, и химию, и целый ряд других дисциплин. Все они в совокупности помогают понять, как некоторые биологические процессы объясняются квантовой теорией. Причем живые системы могут применять квантовую механику в своих интересах, либо активируя, либо останавливая квантовые процессы, поскольку природа с помощью инженерных методов и миллиардов лет эволюции научилась использовать квантовую механику для оптимального функционирования. Так, многие биологические процессы выполняют преобразование энергии в формы, пригодные для последующих химических превращений, и являются квантово-механическими по своей природе. Фотосинтез, клеточный метаболизм, регулирование активности ферментов, репликация ДНК, зрение и обоняние – все эти процессы могут задействовать квантовые эффекты, такие как квантовое туннелирование, когерентность, суперпозиция, квантовая запутанность и корпускулярно-волновой дуализм. Профессор физики университета Суррея, британский физик-теоретик Джим Аль-Халили и молекулярный генетик Джонджу Макфаден, директор отдела квантовой биологии того же университета, убеждены, что квантовые состояния в биологических системах способны объяснить не только биологические процессы, но и природу сознания. К слову, 3 года назад профессор Макфаден сформулировал теорию электромагнитного сознания. Об этой теории мы рассказывали в наших предыдущих видео. Согласно идее Джонджу Макфадена, сознание является энергетическим полем мозга. Именно генерируемое электромагнитное поле мозга управляет всем тем, что мы называем свободной волей и нашими поступками. По сути, сознание – это физически интегрированная информация, которая кодируется энергией электромагнитных полей, генерируемых мозгом. Современные исследования продемонстрировали, что на восприятие внешних магнитных полей биологическими организмами также влияют квантовые эффекты. За прошедшие 50 лет ученые сделали выводы, что сотни видов живых существ, причем не только животных, но и протистов и бактерий, обладают способностью обнаруживать геомагнитное поле и реагировать на него. Это помогает им определять направление движения, высоту и местоположение на местности. Магнитное поле Земли, генерируемое движением жидкого ядра, довольно слабое на поверхности планеты, примерно в 100 раз слабее, чем у магнита на вашем холодильнике. Тем не менее, у некоторых видов животных геомагнитные поведенческие реакции также сильны, как и реакция на свет, запах или прикосновение. Биологи выявили признаки магниторецепции у насекомых, рыб, амфибий, рептилий, многочисленных видов птиц и разнообразных млекопитающих, включая китов, грызунов, летучих мышей, коров и собак. Они используют геомагнитное поле как способность к ориентированию и навигации, наряду с другими сигналами, такими как зрение, обоняние и слух. Поэтому, например, молодая птица малого веретенника способна совершить беспосадочный перелет из Аляски в Новую Зеландию через Тихий океан. Это расстояние составляет примерно 13 тысяч километров, и малейшая ошибка в направлении, отклонение даже на несколько градусов, стоила бы птице жизни. Мозг морских черепах также настроен на прием геомагнитных сигналов. В частности, кожистая черепаха, которая за время своей жизни преодолевает десятки тысяч километров,
умеет прекрасно ориентироваться не только среди открытого океана, но даже в крупномасштабных системах океанских течений. Такие выводы сделали ученые Университета Нью-Гэмпшира, наблюдая за 20 черепахами со спутниковыми метками на протяжении 3 лет. Спутниковая телеметрия показала, что индивидуальные маршруты кожистых черепах удивительно постоянны по всему субтропическому круговороту. Интересно и то, что в том случае, когда черепаха чрезмерно удаляется от дома, она может резко изменить направление своего движения и вернуться назад. Вероятно, и человек в какой-то степени обладает природной GPS, хотя и без осознанных ощущений магнитного поля. В человеческом теле, точнее в решетчатой кости, отделяющей носовую полость от мозга, были обнаружены кристаллы магнетита. Этот высокомагнитный минерал использовался еще в первых компасах. Кроме этого, в человеческом глазу был обнаружен магниточувствительный белок криптохром-2, который передает клетке сигнал о положении магнитных линий. Результаты серии экспериментов показали, что человеческий криптохром может служить магниторецептором мухам-дрозофилам. В 2011 году ученые медицинского факультета Массачусетского университета обнаружили, что дрозофилы, которые обладают доказанной магниторецепцией, могут воспринимать магнитные поля с человеческим белком криптохромом-2. В рамках эксперимента исследователи отключили у мушек ген, кодирующий белок криптохром-1, и активировали ген криптохрома-2. В результате выяснилось, что плодовые мухи ориентировались по магнитному полю Земли так же хорошо, как и с родным белком. Еще одно исследование о квантовой природе магнитных явлений в биологии было опубликовано в феврале этого года в авторитетном научном журнале Nature. Оно представило нового кандидата, ответственного за магниторецепцию. Ученые из университетов Манчестера и Лестера предложили конкретную молекулу – флавин-аденин-динуклеотид, сокращенно ФАД, которая образует радикальную пару с криптохромом и фактически сама по себе является магниторецептором, поскольку даже при отсутствии криптохромов обеспечивает чувствительность к изменениям магнитного поля. Эти базовые молекулы содержатся на разных уровнях во всех клетках, и чем выше их концентрация, тем больше вероятность того, что они повысят чувствительность к изменениям магнитного поля, даже при отсутствии криптохромов. Дело в том, что ФАДы запускают квантовые процессы, генерируя радикальные пары электронов, которые, в свою очередь, и формируют таинственное шестое чувство магниторецепции. Электроны обладают таким квантовым свойством, как спин, или же собственный механический момент импульса. Если говорить максимально упрощенно, спин – это вращение частицы вокруг собственной оси. Так же, как заряд электрона определяет его взаимодействие с электрическим полем, магнитное поле оказывает влияние на спин. Результаты нового исследования убедительно показали, что магниторецепция может быть более распространенной в животном мире, чем предполагали ученые. Фактически это открытие означает, что биологические молекулы, необходимые для восприятия магнитных полей, присутствуют в разной степени у всех живых существ. И хотя биофизический механизм магниторецепции до сих пор остается малоизученным, это исследование позволит ученым не только выяснить, как формируется шестое чувство, но и качественнее оценить те эффекты, которые воздействие магнитного поля потенциально может оказывать на биологические организмы. Тем более, что уже существуют исследования, выявившие влияние слабых магнитных полей на физиологические процессы. Это, например, созревание и развитие стволовых клеток, скорость клеточной пролиферации, восстановление генетического материала и многие другие. Биологические эффекты гипомагнитных полей интересны еще и тем, что земные организмы адаптировались к присутствию геомагнитного поля в ходе миллионов лет эволюции. Физиологические реакции на магнитные поля согласуются с химическими реакциями, зависящими от квантовых эффектов, во время которых изменяется спин конкретных электронов внутри молекул. Таким образом, изучение биомагнитных реакций на молекулярном уровне в перспективе приведет к созданию более совершенных квантовых технологий для эффективного контролирования конечных продуктов химических реакций.
И, вероятно, в недалеком будущем точная настройка квантовых свойств может позволить исследователям разрабатывать неинвазивные, дистанционно управляемые терапевтические устройства, доступные с мобильного телефона. Электромагнитные методы лечения потенциально могут быть использованы для профилактики и лечения заболеваний, а также в биомоделировании, например, для увеличения производства искусственного мяса. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите нас лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Приглашаем вас поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом, а также заходите в наши социальные медиа.